Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? А возможно, будет неожиданным. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Вот давайте узнаем, что там со дня на день случится, произойдет для Козерогов. Что нам расскажут карты? Продемонстрируют, я бы сказала, потому что вот маленькие рандомные карты никогда не знаешь, что тут перепутается и совпадет в конечном итоге. Но именно с прорисовками они порой очень четко нам дают какое-то направление. Ну, так это просчитать на пару шагов вперед. Поэтому давайте, ну, будем реалистами, конечно, безусловно, потому как расклад общий, но, надеюсь, проведем приятное время, подсказки вы получите. Итак, что ждет, что произойдет у козерогов со дня на день? Что же тут у вас будет происходить? Прочный союз с кем-то у вас, кольцо. Конечно, это и личная жизнь может быть. Точно так же это может быть и контракт по работе. Почему нет? Но, знаете, всегда по этой карте есть тот человек, ну, как будто вы можете на него положиться. Неважно, вот у кого, кем он тут будет являться. Либо это на работе, да, стабильная ситуация, тут тем более у нас еще и деньги выпадают, приход денег. Или решить даже, если нужно вопрос, то тогда есть люди, которые могут оказать содействие. Ну, может быть, и в личной жизни. Тогда, может быть, и деньги вашего партнера где-то и так. Смотрим дальше. А у вас еще, смотрите, а вообще в ближайшие дни, ну, в ближайшие дни это может быть и буквально сегодня-завтра, но иногда растягивается больше, чем неделя. Благополучие. Когда это символ голубь выпадает, я обычно говорю, у тебя все хорошо. Почему? Потому что без каких-то мелких занос, ну, увы, наша жизнь не бывает. Но если мы оцениваем благополучие не по какому-то узкому, да, одному моменту, то тогда наоборот, тут, что бы тут ни складывалось, все равно общее, как бы, да, вот состояние вашей жизни. Все благополучно. Но, видимо, это благополучие нужно сохранять, потому что у вас выпадает маска. О чем говорит это значение? Что есть в вашем окружении, может быть, вы сами, к примеру, да, о себе рассказали больше, чем следует, или дали о себе информации больше, чем нужно. Может быть, есть и человек, который завидует, мои дорогие, вы его не видите. Вот в чём вопрос. Тут правда, по части, кому вы там что о себе рассказываете, потому что тут, знаете как, вот, обратите внимание, если есть такие беспардонные личности, которые задают вопросы, вы знаете, не просто «как у тебя дела?», да, ну, это такой обычный вопрос, рутинный, хочется сказать. А когда это вот с какими-то такими подходами тонкими, к примеру: «А что у тебя в семье? А что у тебя с мужем?» Или «Что у тебя с женой? А сколько денег ты получаешь?» То есть люди лезут в нашу жизнь или начинают где-то выспрашивать то, что не спрашивать не принято. Как бы стараются пересечь ваши личные границы. Вот поэтому по части ваших границ будьте внимательны. У кого-то, правда, как, смотрите, лебедь — это верность. Верность партнера, верность ваша, любовь, искренность, мои дорогие. Но есть, да, и благополучие. И вот смотрите, 2 птицы, а посередине маска. То есть у вас-то оно все хорошо, а тут как будто кто-то наблюдает. Может быть, и транслирует что-то приятное. Ведь маска — это на то и маска, когда человек скрывает свое истинное лицо, истинные намерения, истинные отношения. Поэтому если уже как минимум кто-нибудь поет дифирамбы, надо себе задать вопрос, а зачем ему это надо? То есть, ну, более вдумчиво все же, мои дорогие козероги. Вот у вас очень неплохо, да, и денежки вроде бы тут, и прочный союз такой выпадает. У кого-то, смотрите, решение вопроса по части документов. Причем иногда он тут у нас как с сургучной печатью. Это может быть документ по работе или составление, может быть, у кого-то контракта по работе, у кого-то брачного контракта. Я такое тоже не исключаю. У кого что. Но это, в принципе,
Когда мы что-то подписываем пером, это, знаете, мы как фундамент какой-то закладываем, бумага, потому что это некоторая гарантия, да, безопасности, документ. Вот, может быть, для вас даже подсказка. Поэтому, с одной стороны, будьте внимательны, когда вы сами что-то подписываете или ставите личные печати, если таковые имеются. Ну, если руководитель, может быть, и общая печать, то есть за что вы берете ответственность. Но и с другой стороны, это тоже такой своего рода лакмус. Одно дело нам на словах там что-то пообещали, а насколько это готовы перенести на бумагу, на документ, что-то оформить. Поэтому тут уже тоже можно некоторые параллели проводить. И пока я с вами разговаривала, я смотрела, что мы можем еще соединить в нашем пасьянсе. Должна сказать, что я не вижу еще совпадений. Поэтому давайте пойдем с вами дальше. А нет, вот теперь вижу. Семейный очаг. Или домашний очаг, не обязательно семья. Это тоже где-то дом, это наши близкие, это могут быть буквально вопросы, которые касаются места вашего проживания, недвижимости, у кого-то аренды, у кого-то купли-продажи. Тут по-разному, то есть дом. Но и те, кто в доме, домочадцы, близкие. Кто-то будет, может быть, вот как договор по аренде или куплю-продажу, вот что-то такое узнавать. Ну, перекладывайте. Тут, конечно, вариантов может быть множество. А мы с вами пойдем дальше. И давайте проясним на колоде Таро, что идет в вашу жизнь. И что же там будет дальше для козерогов. Что будет дальше, что идет в вашу жизнь. Выбор. Вот и правда, вообще это карта успеха. Ну, в принципе, даже по пасьянсу уже какой-то успех, вот он как будто близко. Но выбор, он присутствует. Туда-сюда, да, вот так конкретно нам говорят. Для кого-то из вас может быть вопрос автомобиля, вопрос, в принципе, мобильности. То есть, что это такое? Для тех, кто водит машину, да, автомобиль, ну, где-то карта подсказывает, будь, козерог, внимателен, чтобы твое авто было исправным, да. Вот все там технические компоненты, моменты. Проверьте, может быть, ГРЭМ проверьте, проверьте, когда у вас страховка заканчивается, ну, чтобы и колеса были в порядке, бензина достаточно. Ну, короче, от простого где-то к сложному. Потому что, видимо, будет еще и много переездов, или, может быть, будет перемещение, или просто, пусть даже перемещения немного, может быть тот момент, когда вам нужно быстро вот так вот собраться, отправиться куда-то, и при этом карта может тоже где-то говорить, что, допустим, продумывай несколько маршрутов, пусть у вас автомобиля нет, поехали на автобусе, автобус, ну, по какой-то причине вынуждены ожидать его, или пусть там на другом транспорте, или какие-то сбои. А вот, кстати, сбои могут быть в расписании, у нас сейчас с вами период такой, и это будет продолжаться достаточно долго. Я бы сказала, вообще до конца 2026 года нужно быть готовым к тому, что иметь вот этот запасной аэродром. Потому что, ну, вот как-то без нервов, да, тут не сетовать надо, а просто изначально у себя спросить: окей, если это вот вариант такой вот не вариант получается, как я буду оттуда возвращаться или я туда добираться? Ну, вот такого рода вопросы. Потому что мобильность- это будет важно. И раз нам где-то вот на ближайшие дни, и у нас как раз это на февраль, поэтому вот, вам дает даже карта подсказку, ну и выбор как будто придется делать. Но это успехи и перемены, мои дорогие козероги. Так что же будет дальше? Точно перемены. Вполне вероятно и планетарно-то ведь оно точно так и есть, когда вы в феврале будете с чем-то определяться, как делать этот выбор, а потом вполне вероятно у кого-то от вашего выбора будет зависеть обучение, к примеру, или обретение каких-то новых скиллов, навыков. У кого-то из вас это, в принципе, далекий такой период жизни будет строиться от вашего выбора. Будьте внимательны. Для кого-то из вас иногда в моих раскладах, когда эта карта выпадает, она говорит о человеке, который присутствует в нашем окружении. Это тот, который может нам помочь. Вот мы говорили тоже, да? Буквально по рыцарю Пентаклей даже выручить деньгами. Не всегда это те люди, на которых мы рассчитываем. А тут вот как раз, ну, как-то так оно может сложиться. Поэтому если у кого это совпадает, что у вас какая-то, знаете, как затык, вот, ну, какой-то стопор.
Вот уперлось все в одну точку, и дело не идет. Скорее всего, есть смысл к кому-то обратиться или дельный совет вам может быть нужен, консультация чья-то вам нужна. Потому что тут иногда и вопрос такой, когда мы его видим, как, знаете, шоры одеты, да, вот одно направление, а тут он альтернативно решается. И поэтому, если это дельный совет, это не мнение посторонних или всех подряд, кто там что думает. Нет, а это именно либо человек, который был в подобных ситуациях и знает, как это разрулить, да, то, что там сложилось у вас. Или это буквально человек, который финансово, да, как бы имеет ресурсы. В конечном итоге, правда, вы будете какой-то как далекий, на далекое будущее делать выбор. То есть, что будет дальше? Вот об этом дальше вы как раз и будете думать. Вообще, я должна сказать, что по аркану Иерофант ведь это как по судьбе мы говорим, да, или как карма. У кого-то и правда проиграются вопросы, когда, ну, учиться нужно, потому что это и учитель, и ученик. По этой карте мы как дипломы можем, да, приобретать или какие-то сертификаты. Мы можем также получать, опять же, документы какие-то важные в разных инстанциях, потому что иногда Иерофант, ну, у кого-то буквально там это может быть как венчание, даже вот такое. Но это ведь структура сама по себе, Иерофант. Это, ну, структура власти. Это система именно иерархии, да, вот эта лестница. Мы тут не идем против начальства по этой карте, это точно. Мы тут, скорее всего, договариваемся. Тут, знаете как, тут вам даже может, допустим, от руководителя какого-то поступить предложение, вот что будет дальше. И такое тоже может быть. Поэтому будьте готовы к неожиданностям. Все-таки по колеснице иногда такое, увы, тоже проходит. Может быть, для кого-то из вас это вы будете кого-то учить, как передавать свои знания. Ну, наверное, особенно хорошо, вот если вы к преподавательскому составу принадлежите, но тогда тут могут быть такие перемены, которые касаются именно, ну, может быть, вашего вуза, учебного заведения, школы. Неважно, тут время строить карьеру, я бы сказала, вот что будет дальше. Какие-то серьезные, именно статусные вопросы. Самое главное, статус. На смену статуса. Вот как изменить, да? Ну, конечно, у кого-то жилье приобрел, уже статус собственника. Изменил что-то в профессии, тоже новый статус, должность получил. Ого, так это уже выше на какую-то ступеньку, а то и две по системе иерархии. У кого-то статус будет с личной жизнью. Да, тут что-то очень судьбоносное, два старших аркана. Что вас удивит, мои дорогие козероги, или что будет для вас неожиданно в ближайшие дни? Что вас удивит? Может быть, и человек конкретный, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или может даже, знаете, как супруг, супруга, да, иногда, неважно, что королева по полу карту мы не рассматриваем, тут может даже, знаете как, тут и правда, кто-то из близких может удивить. Неважно, да, что королева, опять же. Ваш, может быть, близкий человек какое-то решение примет. Может быть, это будет связано, с его работой или какая-то тема, которая касается лично его. Может быть, это и ваш знакомый даже удивит, да, вот если есть. Но явно вы этого человека хорошо знаете, и у вас есть какое-то с ним взаимодействие, и есть какой-то контакт. А чем он может удивить, что он как резко может, ну, как направление меняет. Он чем-то занимался, а тут он поставит в этом точку или вам скажет о своем решении. И, скажет: "Нет, вот, тут вот так вот не будет", потому что, ну, что-то вам будет о себе рассказывать. По какой-то причине, может быть, вы даже не поверите. Может быть, вы, кстати, посчитаете, что нет, как-то тут, или не согласны будете, или вы будете, ну, как этот вопрос обсуждать. А что это такое семерка мечей? Тут как будто нас ведь тоже и предупреждают. Вы знаете, может быть, и не поссориться. С другой стороны, будьте внимательны, к деньгам. Здесь нельзя что-то сделать на эмоциях. Для кого-то из вас что вас удивит? Ожидание какое-то, да? Может быть, это именно связано действительно с персоной. Был какой-то предварительный разговор, вы о чем-то беседовали, что-то обсуждали, и тут для вас будет неожиданно.
решение этого человека, потому что вроде недавно говорили и думал по-другому или думала. Для кого-то из вас это может быть, ну, какая-то такая новость, которую вы с ней не можете согласиться. И тем не менее, десятка мечей может точно так же говорить о том, что у вас, знаете, может состояться какой-то очень важный разговор, в котором вам придется держать марку, но вы все-таки аркан умеренности. Когда вот буквально, может быть, и с кем-то не поссориться. Вот это может удивить. Вот именно быть неожиданно, может быть, элемент неожиданности. А что это такое вообще? С чем это связано? Тут с личной жизнью это может быть. Но у кого-то, знаете, это вот начать спорить. Вот банально даже, вот так. Все шло ровно, гладко, да? А у кого-то наоборот, ведь мы все разные. Может быть, это вы, мои дорогие козероги, долгое время кого-то ждали. Вот пойдем от обратного, да? Иногда карта королева кубков просто означает ожидание. Вот вы ждали, ждали. И вот это как раз мы закрываем гештальты в этот период, и десятка мечей мы как будто ставим в чем то точку, потому что это ожидание. Нас как будто на крючке кто-то держит, и мы сочтем, вы, мои дорогие, можете счесть это за то, что вас словно держат в заложниках. И вы будете с этим совершенно не согласны, потому что вы это можете счесть как манипуляция. И тем не менее, аркан умеренности, из этой ситуации нужно выйти как-то красиво. Потому что вы можете это сделать, да? Ну, смотря кого, чего это будет вопрос касаться. Дипломатом нужно быть, наверное, всегда. Куда ж ты денешься? Иначе, ну, споры нам не помогают. После любой ссоры или какого-то спора, диспута, все равно ж мы потом договариваемся, правда? Но у кого-то это обсуждение, куда мы едем или куда мы переезжаем. Ну, жизнь наша, она разная бывает. Так что же будет для вас неожиданно? Правда, новый жизненный этап. Либо он с чем-то будет связан, либо с кем-то. Может быть, и новость вы какую-то услышите от кого-то другого даже, да. Давайте не будем, ну, как бы привязываться вот к этому значению карты. Все оно вроде шло каким-то своим чередом, и тут вдруг бац, вот вы что-то слышите, и вы просто с этим не согласны. Но вы знаете, тут вам как раз вот эти перемены каким-то образом могут помочь. Поэтому, как вы видите проблему, вот, наверное, тут все таки не стоит рубить так вот, да, или как сгоряча, выносить какой-то вердикт. Тут нужно, ну, так подумать, как мне на это реагировать, не совсем тут на эмоциях, потому что здесь для вас какие-то возможности могут открыться, нулевой аркан. Как бы не сглупить, ведь тоже где-то карта говорит. Причем так двояко. Тут мы говорим про эмоции, что-то не просчитаться. У кого-то, может быть, вы приобретете, да, вам кто-то что-то будет буквально предлагать. И вы согласитесь, скажете: "О, хорошо, какая-то вещь, всегда мечтал или мечтала, беру". А потом выясните, что вам либо это не надо, либо вещь какая-то, что-то с ней не то. Поэтому будьте внимательны. Мы как будто и с обрыва не должны с этого свалиться, но и не упустить какую-то возможность. Ну, может быть, это именно касается даже купить что-то в дом, например, или кому-то из ближних, может быть, это к вам обратятся, кстати, за помощью, одолжи мне денег. Ну, тут тогда будьте внимательны, все-таки какие-то неожиданности надо просчитывать. Ладно, так а что изменится? Что будет, в принципе, меняться? А, возможно, изменит вас и вашу жизнь. Что будет меняться для козерогов в ближайшие дни? Вот правда, карта спора, карта информационного хаоса. Тут что такое хаос? Это когда один говорит одно, а другой совершенно другое. Вот нам и показывают спор буквально кто в лес, кто по дрова, даже вот коты как будто шипят друг на друга. И варево это, да. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну, я шучу, конечно. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Так вот, поэтому договариваться-то придется. Или, знаете, много будет противоречивой информации, которую нужно фильтровать, перепроверять. Потому что вот я сказала по предыдущему ряду, все равно каким-то образом, вот даже если что-то идет криво и не так, а в этом есть какое-то рациональное зерно или какой-то важный компонент для вас. И вот смотрите, какой-то лабиринт у вас должен закончиться. И выход где-то в том, что вы умеете правильно работать с информацией. Может быть, это в принципе работа с информацией.
Как будто у вас могут действительно завершиться какие-то долгие сомнения. Ну, вот какая-то такая тягостная, может быть, даже у кого-то история, которая тянется из прошлого, потому что вы видели какое-то событие, обстоятельства в одном свете. А тут вы можете получить информацию и, знаете, вот как эврика. А зачем я вот об этом думала? Или почему-то я вот решил, что это должно быть так, а по факту-то тут дела совершенно по-другому обстоят. Поэтому что тут будет меняться? Вот лабиринт, который был связан с какой-то путаницей. И, может быть, ну, как внутренний страх или сомнение в самом себе, мои дорогие. Какое-то самокопание по четверке пентаклей. Как изменится ваша жизнь? Вы знаете, вот долгий был период, может быть, ничего не менялось, да? И на смену тому, что вы, четверка пентаклей, иногда говорит, с одной стороны якорь, а с другой стороны ну, какая-то темница, ничего ж не меняется. Понятно, что стабильность это вам, говорят, нужно какую-то занять будет. Может быть, да, тут по финансам какие-то и перемены идут, да, как будто они и есть деньги. Но мы ведь пока на ближайшие дни смотрим, а февраль у нас может быть с метаморфозами, и нам изначально сказали, что-то будет меняться, мои дорогие, да, перемены, карта успеха. И тут то, что вы видите сегодня, не факт, что через неделю вы будете иметь те же самые планы. Заканчивается это каким-то праздником, но все же будет говорить карта о том, что, ну, может быть, даже к финансам, да, как и к информации, так и к финансам. Будьте вы на всякий случай внимательны. Какие-то перемены могут быть. А вообще вам говорят, смотрите, у вас солнышко выпадает. Может быть, это все-таки запутанная история. Все же какая-то путаница подходит к концу. Карта Солнца– это карта ясности. Поэтому у вас какая-то ясность наступает. И ясность, и практически какой-то успех, решается какой-то вопрос. Иногда эта карта Солнца– это нашего эго-карта. Чтобы вот оно не помешало, я уже не повторяю все то, что я сказала. Но, видимо, вам уже в феврале где-то, да, вот-вот, какие-то вопросы вы должны очень для себя четко прояснить. Вам в этом будет как помогать, ну, можно сказать, пространство. Будет возможность найти недостающую информацию или даже, когда информации много, тем не менее, выудить рациональное зерно, вовремя просчитать что-то, чтобы буквально, может быть, не просчитаться, имеется в виду, не быть обманутым. Надо вам что-то приобретать, надо вам куда-то тратить деньги или нет, или нужно вам в чем-то участвовать. Анализировать, выбирать вам придется. Видимо, и в малом, и большом. Выбор. Он так и есть выбор. Туда или сюда. А на кону, мои дорогие, праздник и солнце. Будьте внимательны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И все ссылки я оставлю в описании под видео, а также следите за публикациями в сообществе. Обычно я публикую, ну, как те статьи, которые у меня выходят на сайте. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы. Будьте любимы всегда.